Всем привет, с вами злобный русский читер Сашка. Приобрел Black Ops 2 на свой Steam аккаунт, поиграл уже достаточное количество времени, чтобы составить какое-то объективное мнение об игре. Я уже говорил, что за небольшое время, которое многие уделяют, а потом делают обзор, недостаточно для нужной, то есть справедливой оценки. Стоит заметить, что из серии Call of Duty это, естественно, не первая моя игра, кроме нее были и Call of Duty 2, Call of Duty Modern Warfare 1, естественно, Call of Duty Black Ops, даже какая-то часть для PSP, которую я не прошел, но все же играл на своей плюхе. Тут надо сказать, что над серией работают две студии, Treyarch и Infinity Ward. У последней, кроме MV1, которую я очень сильно любил, потому что она была классной игрой с отличными картами, с идеальным балансом, но в основном выходило говнецо. Что только стоит MV2, которую я купил, она заставляет блевануть через 5 минут игры, потому что там огромное количество опций вырезано, да как там изменение угла обзора, все остальное. Карты неплохие там, но в остальном это просто вообще ужаснах. МВ3 я, естественно, после такого дела не купил. При этом в своем мнении, да, еще и после выхода BF3, которая в итоге тоже оказалась гуана, но все равно на порядок выше любой из игр серии Call of Duty. Самый адекватный тактический шутер. Medal of Honor Warfighter тоже как-то затмил, так сказать, серию Call of Duty. Я в нее, в принципе, больше не играл. С тех пор и удалил Black Ops, эту последнюю игру, и вообще забыл, что такое Call of Duty в принципе. А тут получилась такая вот странная история с Black Ops 2. Ну, я думаю, сначала о плюсах можно сказать. В плюсы я отнес старый движок, то есть это 100 раз собранный, пересобранный Infinity Ward Engine, так называемый дедушкой, которому будет еще ID Tech 3, там на нем была Quake 3, который с каждой частью, в принципе, они сделали приятнее для глаза, но при этом не слишком требовательны к железу, что приятно для основной аудитории. А 80% игроков в Call of Duty это школьники. Не сказать, что по графическому уровню Black Ops 2 опять же тягается с Battlefield 3 или с медалькой, но не стоит забывать, что на средней машине можно погонять в Call of Duty на максимум, поэтому что для меня не актуально, но для остальных это огромный плюс. Еще очень хороший звук, теперь и звуки гранат намного сочнее, оружие не пукает, не крякает, не бякает, адекватно сработана 3D модель звучания, кстати, в этой игре, что очень хорошо работает на механику, то есть на карте постоянно какие-то сторонние звуки, вроде там треска электричества в каких-то трансформаторах или еще где-то, стрельба за картой, они реально отвлекают, и если учесть, что в эту игру были введены, к примеру, шоковые гранаты, то какой-нибудь трещащий трансформатор вполне можно за нее принять, то есть уже начинаешь опасаться этого места, как-то тактически мыслишь, а если у тебя это шоковая граната, ты вообще можешь ее специально кидать по трансформаторы, те игроки, которые уже привыкли к картам и в определенных местах уже не обращать внимания на треск, то для них можно сделать такую маленькую ловушечку. Это так уже маленькое отступление, но движок сам позволяет сохранять матчи и просматривать их после игры. Кстати, обе эти игры, и вот эта и следующая, которую я сюда в обзор небольшой вставил, они именно записывались потом, позже, после боевки, уже с этого самого режима просмотра матчей. Могу отметить только 3 минуса этого режима. Первое, здесь абсолютно другая отдача, то есть если вы смотрите, как вы стреляете просто в матче и в повторе, это две совершенно разные картины. Это немножко напрягает, но как бы я решил, что, ну, господи, как есть, так и есть. Все же, несмотря на то, что игра идет 80 FPS на всех максималках, просто в матче уменьшать это количество в 2 раза как бы мне не очень хочется, поэтому, ну, господи, как получилось записать, так и получилось. Я по поводу этого не парюсь. Есть еще более или менее адекватный режим спектатора, и, кстати, в матчах пусть можно посидеть, посмотреть, кто читерит, кто не читерит, и килл-камера, которую забыли или не захотели сделать ни в Battle 3, ни в медальке. Одна из самых необходимых функций вообще в игре в принципе, потому что без нее как бы делать нефиг.
По поводу этого спектатора, кстати, вот этого режима просмотра, второй минус это то, что он не показывает ни килл-камеры, ничего, и даже последнее убийство в матче, если оно было вами совершено, опять же, он вам не покажет. И третий довольно-таки плохой минус это синхронизация с самим боем, в котором вы как бы принимали участие. То есть в определенные моменты можно заметить, что вы, например, махали ножом, а анимации в спектаторе не было. В определенный момент вы стреляли, например, на секунду раньше, а спектатор, например, начал стрелять на секунду позже там или раньше. То есть на самом деле самые дикие моменты я решил сюда не вписывать в подобного плана, я имею в виду глюков со спектатором, потому что ну зачем. Но у меня был такой момент, когда я просто в матче начал стрелять в противника, зная, что он сидит за стеной, а в спектаторе я просто не стрелял в него, он сдох. То есть никакой анимации, ни выстрелов, ни звуков, ничего не было. В общем, такая вот штука. Еще в плюсы могу отнести кучу оружия, огромный арсенал на любой вкус и цвет. Этим, в принципе-то, в шутере не удивить, но кастомизация оружия в Black Ops 2 шире, чем где-либо вообще. То есть, если там в батле несколько на каждое оружие обвесов, то здесь их просто дофигища. Куча камуфляжей, которые нужно открывать, куча ачивок с ними связанных, кстати, чего нету, в принципе, в батле 3 практически, потому что камуфляжи там даются только премиумникам, а за премиум я не платил, не собираюсь, потому что я не собираюсь больше ничего покупать. Я и каркан в батле купил за 100 рублей, это так уже такая мелочь отступления, но суть в том, что еще вообще камуфляжи представлены в более скромном варианте в Medal of Honor. Но здесь как бы это все возведено в такой абсолют, и камуфляжи просто огромная куча, что очень нравится, потому что можно как-то сделать оружие подходящим под тебя, то есть вот, например, как кровавый камуфляж или что называется, то есть очень все круто. Очень жалею, что нет огненных камуфляжей, которые почему-то непонятно. В сингле есть, а в мультике их нет. По поводу сингла уже, я думаю, многие люди сказали. Ну, то есть, если вы не хотите все-таки тратить свои кровные денежки на то, чтобы пройти его, в любом случае Torrent Edition, в любом случае пройдите, потому что это реально круто. Ну, то есть, это Call of Duty не всегда был упор на серьезный сингл такой. Не в плане того, что он там реалистичный, а в плане того, что он захватывающий, интересный и все остальное. Ну, так как я делаю в основном упор на мультиплеер, давайте, собственно, к минусам перейдем. Первый минус огромный — это карты, сделаны непонятным программистом из Раджастана или маппером, я не знаю, походу все студии в мире каждый раз нанимают одного и того же человека, чтобы он обязательно делал какое-нибудь говно в играх, потому что некоторые карты из этих это просто жесть, они не сбалансированы, точки респауна расставлены настолько рандомно, что периодически противники резаются у вас прям за спиной, то есть в 5 метрах появляется Васик, который тут же долбит вам, и вы умираете и понимаете, что там и респаун, и бывает такое, что вас зажимают с 3 или с 4 сторон, что вообще нонсенс в шутере. В принципе, никакой тактики сильной здесь нельзя использовать, то есть просто бегайте. Естественно, никакого взаимодействия с вашими товарищами нет, никакого респауна, никакого лечения. В общем, это типичная стандартная Call of Duty. Дисбаланс в оружии тоже очень сильно заметен, особенно если какой-нибудь Вася возьмет 870 дробовик или пистолет Кар-40, который здесь, в принципе, мощнее, чем большинство ППшек, и да и что говорить, да и штурмовых винтовок тоже, и это вообще абсолютно жуткая вещь. У снайперов автоматически нет отдачи практически никакой, то есть болтовушки, в принципе, бесполезны, если вы не уёба, который решит сесть в одном из мест этих кривых карт и начать отстреливать нубов. В остальном, в принципе, сильных перекосов в балансе я не заметил, кроме вот этих вот 3 аспектов. Но если еще учесть, что все эти карты рассчитаны именно на кемперство, то в основном все сидят с этими дробовиками, пистолетом, Кар-40 и снайперками, и в результате, если вы играете не с опытными игроками, а с теми, кто просто там пришел на 15 минут посидеть, что-то попоражить и не захотел чувствовать себя нубом, ну вот как бы результатом этого действия с ними явится то, что у вас будет отрицательный счет и вы идете в статистике в говно. Кстати, здесь нет глобальной статистики, невозможно проследить точно так, что нет, это тоже огромный минус. Также абсолютно глупые перки. Если раньше можно было более или менее собрать какой-то класс под вас, то сейчас
очень сильно чувствуются ограничения. Ну, я думаю, для тех, кто не играл, это ничего не скажет, а для тех, кто, собственно говоря, все-таки решит поиграть, то вы буквально за 15 минут обнаружите, что несмотря на то, что вы еще открыли не все, даже если вы все откроете или решите сыграть пробный матч с ботами, то собрать класс вот прям под вас идеально не получится. За счет того, что здесь долбанное ограничение. И, наконец, самое последнее, это нож. Нож во всех частях Call of Duty был адекватным, то есть там был небольшой такой имботик, который помогал периодически взрезать противника. Здесь его убрали. Он работает периодически, работает настолько криво, что аж страшно. Причем обязательно работает верхнюю часть тела, то есть вы рветесь, тыкаете ножом куда-то в положение противника, сидя или стоя. Если он кидается на землю, нож автоматом куда-то в воздух над ним начинает колоть, и вы как идиот умираете. И я не представляю, что за кретин делал этот нож, почему они решили его все-таки изменить, но вот решили, и получилось в итоге говнище. Баллистический нож, в принципе, тоже корявейшая вещь, но вот это просто нож как отдельное оружие, это круто, но вот то, что они сделали с ним, меня просто убило. Это нереально, это страшно, это жутко. Также очень доставляет использование таких перков, например, как Агр, это робот, который, по идее, должен ездить и фражить всех, но он застревает постоянно во всех этих предметах интерьера, нигде не может заехать, в результате просто никого не нафражив, со временем взрывается или исчезает, или что там с ним. Warthog тоже отдельная история, самолет, который с диким пердением проносится над картой, но в принципе никого не фражит. Отдельная штука про турели, то есть турели реально здесь можно поставить во многих местах так, что до них вообще нельзя будет дойти, и их нельзя будет миновать. Поэтому, в принципе, если у вас стоит этот перк, вы как минимум получаете там плюс 10 фрагов к своему счету, это точно. По поводу дрона троллера тоже можно сказать, то, что это такая маленькая пердюшка, которая летает над вами, вы ее выпускаете в небо, она сама ищет противника, в него вперивается. Иногда она улетает в космос искать БПЛА противника, очень часто не долетает, что там с ним происходит. В общем, это тоже отдельная история, он веселый, троллящий, но иногда он все-таки подводит. Использование окружения тоже очень спорное, то есть и маскировки здесь никакой нет, то есть одна команда коричневая, другая черная, когда они так встречаются, то блин, одну команду не видно, например, на темном фоне, вторая бегает, в любом случае освещена всем, чем можно, бегает чуть ли не как елка, в результате вы нагибаетесь. А вот такие камуфляжи, как, например, на этой карте, тут же для каждой карты практически свои камуфляжи, они вообще не работают, нафиг они нужны, но вот как так вот, на это внимание никто не обратил. Спринт тоже проблемная вещь, потому что вы никогда не знаете, когда он закончится, и когда вам нужно будет остановиться и подумать о том, как бы там немножко отдохнуть и быстрее там зашифтовать до ближайшего противника. Кстати, вот одно из этих мест, где можно поставить турель, ее нельзя будет обойти. В общем, такая веселая штука. Громкость стрельбы оружия отдельный косяк. С глушаком она, по идее, должна стрелять намного тише, но единственный плюс от глушака это то, что она скрывает вас на карте, а, честно говоря, 70% игроков вообще на карту не смотрят. В результате глушитель представляется таким бесполезным приобретением, тем более он как бы только в отрицательную сторону влияет на точность и на все остальное. Кстати, по поводу этих статистик, которые там указаны, я не знаю, правильно ли они или нет, но мне кажется, разработчики что-то там тоже накосячили, потому что в большинстве случаев, например, некоторые насадки на оружие, которые должны, по идее, увеличивать точность, наоборот, ее уменьшают, и все остальное. То есть это вообще полный бред, там ничего не понятно. Дисбалансные киллстрики, кстати, оставили в игре. Ядерного взрыва не будет, но будет рой дронов, абсолютно дикая вещь. И вот этот вертолетик, который здесь 2 раза вызвал, это вообще что-то с чем-то. Это дичайшие перки, которые там позволяют выносить человек по 20. И, в принципе, в конце карты вы увидите, какой у меня будет счет за счет этого вертолета. Это вообще полная жесть. И последнее, что я хотел бы сказать по поводу минусов этой игры, и так уже
какой-то итог подвести логический. И это использование голосового чата. Я голосовал бы, если бы было такое, проводилось бы такое исследование, чтобы нахрен в начале карты автоматически этот голосовой чат был либо заблокирован нафиг, либо вам предлагалось разблокировать там ваших друзей или что-то такое, потому что эта функция вообще в начале вашего захода на сервер выносит мозг. Потому что, насколько я знаю, русские игроки вообще отделены от американцев. Кстати, непонятно, почему я включился скипнуть игру, у меня на английском языке, меня это в принципе не парит, но странно, я хотел бы переключить на русский. Но почему-то нет этой опции нигде и найти не могу, и по идее русские игроки вообще отдельно от американцев играют, хотя мой друг играет на русской копии игры, я с ним без проблем коннекчусь и нормально. В общем, это звуковой чат — это отдельная проблема, потому что, опять же, я уже говорил, что тут 80% игроков — это школьники, которые, ну, я понимаю, конечно, каким образом они эти игры получают, но зараза, как европейские школьники их покупают, я знаю, что там намного строже с этим всем делом, но, честно говоря, это сильно выносит мозг, и вообще просто невозможно. Я очень радуюсь тому, что в батле нету этого самого voice-чата, и в медальке его тоже нету. Тут приходится его каждый раз включать, очень сильно нервирует. В общем, в принципе, все, что я хотел сказать о мультиплеере, я сказал. Если бы надо было ставить какие-то оценки по 100-бальной шкале, я бы, наверное, поставил все-таки баллов 80. Почему 80? Потому что в этой игре, в принципе, несмотря на то, что это колдушка, там, обычная пострелушка, она намного приятнее, чем та же глючная багающая батла. И не надо мне говорить о том, что там лох, не могу ничего настроить. Посмотрите на мою статистику там, успокойтесь. И про медальку тоже сам могу сказать. Несмотря на то, что этот шутер без тактики, здесь все же намного меньше багов, он лучше проработан. У него проще движок. Элементарнейшие карты, несмотря на то, что они простые, они все-таки проработаны, как-то продуманы. Даже если здесь нет никакого баланса и респаун тупейший, все же на них легко освоиться, легко их понять. И здесь не будет никаких корявейших прострелов, к примеру, или их вообще отсутствие там, где они, по идее, должны быть. Потому что люди реально работали и знали, с какими конкурентами они будут встречаться. У них это, в принципе, отлично получилось. То есть Black Ops 2, я считаю, ничем не уступает ни BF3, ни медальки, в том плане, в котором ее позиционировали. То есть это обычный такой командный, пострелушный такой проект, самый простенький и при этом приятный, потому что эта механика не менялась уже многие годы. И, как вы сами можете судить по количеству людей, которые играют в эту игру, даже если они не будут вносить в эту механику ничего нового, тем не менее огромное количество людей будет продолжать играть, что я и вам советую. Поэтому покупайте, подписывайтесь, оценивайте. Всем удачи.